Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я покажу, как сделать калитку с воротами автонавес. Забор из профнастила на бетонном фундаменте. Территория немного не прямоугольная. Эта сторона слегка уходит в правую сторону сужения. А правая сторона слегка тоже уходит вправо, но на меньший угол. Я планирую сделать односкатный навес для автомобиля размером 5,3 на 4 метра. Высота будет 2,3 метра, покрытый металлопрофилем. Здесь будет метровая ферма, которая позволит сделать жесткость. Их будет 5 штук на расстоянии 1,5 метра друг от друга. На передней стойке автонавеса будут закреплены ворота двустворчатые и калитка. Ворота я планирую сделать из профнастила и профиля квадратного, типа такого что-то. Высота ворот и калитки будет 2 метра. В первую очередь необходимо демонтировать старую калитку, ворота и забетонировать стоечные профиля. Стоечные профиля имеют размер 80 на 80 мм и толщину стенки 3 мм. Длина их 3 метра. Теперь снимаем старую калитку и демонтируем опорную трубу. И с помощью донкрата выдернем этот столб. И вот столбик демонтирован. Хорошо, что он был без бетона, и пришлось его выдергивать. И пробурим отверстие для стоечного профиля возле калитки. И приступим к демонтажу ворот. Для облегчения разрушения бетона забетонированных столбиков можно воспользоваться обычным перфоратором. Теперь нам нужно выставить по уровню столбики и относительно уровня земли. Высота от уровня земли должна быть 2 метра 30 сантиметров. На данный момент высота трубы над уровнем земли 2,10. Необходимо на 20 сантиметров сделать подушку песчано-цементную и поднять его выше. У меня есть такой бой цементного раствора. Он пригодится для подсыпки снизу, чтобы столб не ржавел. До необходимой высоты необходимо подсыпать 12 сантиметров битого цемента. И выставляем по уровню столб. Натягиваем веревку и выставляем все столбы по одному уровню. Для предварительной фиксации столба необходимо подкладывать деревянные втулки или кирпичи, чтобы она никуда не сместилась, и выставить его по уровню. Для того, чтобы угадать положение квадрата относительно ворот, я использую один профиль в качестве линейки уровня, который упираем в два столба и выводим их в ось. Выставляем по уровню второй столб относительно первого. Смонтировав два столбика, легко установить третий, который должен быть с ними на одной линии. Здесь будет столбик и ширина калитки 95 сантиметров, так как у нас узкий двор. После выставления по уровню столбов приступим к их бетонированию. Я буду делать бетон марки М300. Цемент у меня 550, самый крепкий,
пропорции немножечко меньше, чем для 400-го. Пропорция цемента 10 литров, 22 литра песка, 37 щебенки. У нас бетономешалка не очень большая, поэтому мы все делим на 2 и получаем эти цифры, чтобы получить 3,45 литра раствора. Вот, бетонный раствор готов, и можно его выгружать. Воды пошло в 2 раза больше, чем мы планировали. И еще раз проверяем вертикаль столбика с двух сторон. И теперь можно приступить к монтажу ворот. Для начала необходимо закрепить в нижней части ворот профиль 20 на 40 строго горизонтально. Расстояние от уровня земли до ворот будет в моем случае 15 сантиметров. Нужно учитывать, чтобы ворота не терлись по земле при их открывании. И расстояние должно быть не очень большое, чтобы меньше собак и кошек лезло под ворота в ваш двор. С помощью подкладок я выставил профиль строго по горизонтали. И необходимо прихватить его точечной сваркой по углам. Теперь берем 3-миллиметровые прокладки, вставки и зажимы. И начинаем монтировать вертикальные крайние профиля. И прихватываем к стойкам, там где будут находиться завесы, этот профиль. И осталось прихватить верхний профиль по углам. Он стоит строго по горизонтали. Я уже проверил его уровнем. Теперь находим центр ворот и привариваем 2 профиля с зазором 6 миллиметров. Для выставления точного зазора между двумя частями ворот я использую такие же металлические прокладки толщиной 3 мм и струбцину. Вот так зафиксирован второй профиль ворот. И необходимо проварить точечной сваркой эти соединения. И фиксируем на ворота нижнюю поперечину. Расстояние от низа ворот до поперечины 50 сантиметров. 1/4 часть высоты ворот. Вот так она будет выглядеть. Я ее еще не приварил, только наживил. Такая же самая часть поперечная будет на второй половине ворот и на калитке. Теперь необходимо приварить по периметру квадрат 16 на 16 для упора профнастила. Этот квадрат даст дополнительную жесткость конструкции, и ворота не будут деформироваться. Для предварительной фиксации я воспользуюсь все теми же струбцинами. Прихватываем небольшими точками с интервалами 10 сантиметров. Когда обрешетка по периметру ворот для профнастила готова, необходимо выполнить вертикальную обрешетку по всей площади ворот. Профиль у нас Т7 и расстояние между волнами 11,8, которое необходимо выполнить на обрешетке.
проводим с помощью штангенциркуля для лучшей точности разметку с шагом 11,8 сантиметров. Такую же разметку необходимо сделать на верхней части. Теперь замеряем рулеткой расстояние между верхним и нижним профилем и вырезаем по длине вертикальные профиля. 142,7 сантиметров. Профиль у меня квадратный, с толщиной стенки 2 миллиметра и имеет размер 18 на 18 миллиметров. Первый вертикальный профиль выставлен. Расстояние между ними получается строго 10 сантиметров. И можно приваривать. Строго 10 сантиметров. Расстояние между центрами равняется ширине волны 11,8 сантиметров. Я обваривать все вертикальные перегородки не стал, потому что это очень долго. Поэтому приварил их только с внутренней стороны. Внешний вид получается аккуратнее. Вот видно, зазоры минимальные, нет наплыва. В отличие от первых полос, которые придется еще подравнивать. Сварочные швы придется слегка сточить, потому что здесь будет контакт профнастила. И необходимо, чтобы он прилегал плотно к обрешетке. Поэтому берем шлифовальный круг и начинаем равнять швы. Вот все вертикальные перемычки наварены. Здесь внизу тоже будут перемычки. Но мы сначала приварим навесы, для того, чтобы убедиться, что ворота стоят ровно, не перекашивают по центру. И можно будет продолжить работу. Навесы имеют длину 13 сантиметров и диаметр 2 сантиметра 3 миллиметра. Внутри есть небольшой шарик, для того, чтобы легче открывались ворота и не заклинивали. Будем их приваривать. Ворота будут тяжелые, поэтому при приварке навесов необходимо воспользоваться пластинами толщиной 3 мм. Высота приварки пластин будет 25 сантиметров сверху и снизу. И с помощью уровня чертим линию. На верхнем уровне завеса привариваем пластину по ширине ворот. А второй кусочек привариваем немножечко ниже. Шов получился не очень красивый, поэтому обработаем его болгаркой. Вот один завес закреплен и обработан. Приступим к нижнему завесу, который будет крепиться также на 25 сантиметрах от низа ворот. Вот готов второй завес, уже обработан. Ничего лишнего не торчит, все надежно заварено.
Вот завесы наварены. 4 штуки. И можно приступить к обрезке приваренных мест, которые фиксировали ворота. И теперь можно разрезать 2 половинки ворот. И после этого можно открывать ворота. Ворота открываются без скрипов и без провисаний. Зазор одинаковый. Здесь еще будет притворная планка, поэтому это не страшно. Сверху я сделал временно фиксатор стоек, для того, чтобы не было провисания калитки. А затем там будет ферма автонавеса. Дальше я буду делать засов на ворота. Для этого я использую квадрат цельный размером 15 на 15 миллиметров и трубу профильную квадратную размером 20 на 20 миллиметров. С одной стороны ворот привариваем квадрат подлиннее, с другой 2 коротких. Между ними будет приварена вот такая ручка. Вот одна часть приварена. Теперь необходимо приварить кусочек квадратного профиля с одной стороны и с другой, учитывая ход задвижки, чтобы хватало полностью закрыть. И привариваем к задвижке вот такую ручку в строго определенном месте под прямым углом. Вот Т-образная задвижка сделана. Теперь необходимо приварить второй кусочек профиля, для того чтобы задвижка свободно ходила и не выпадала. Вот засов готов и легко открывается и закрывается в случае необходимости. Следующие упоры будут внизу еще, но это попозже, когда сделаем обварку нижней части. На следующем этапе приступим к монтажу калитки. Она будет иметь такой же дизайн, как и ворота. Уровнем размечаем горизонталь. Ставим 3-миллиметровые прокладки и фиксируем струбциной вертикальные стойки. И прихватываем углы точечной сваркой. Делаем 2 прихватки спереди, сверху и снизу. Для притвора калитки я буду использовать 2 прокладки по 3 мм. Размер 6 мм хватит для компенсации теплового расширения. И прихватываем верхнюю часть. Теперь на калитку приварим нижнюю горизонтальную полоску, такую как на воротах. На следующем этапе делаем обрешетку калитки, как и ворот. И на следующем этапе будем приваривать завесы на калитку.
Вот завесы смонтированы, и можно разрезать калитку, освобождая ее от стоек. И открываем калитку. И начнем делать такую же обрешетку, как вверху, на воротах и калитке. Теперь необходимо закрепить на калитку и ворота притворную металлическую планку. Я уже ее закрепил на струбцины. Примерно 2 сантиметра уходит внахлёст на калитку. Теперь осталось ее приварить. Приварим небольшими прихватками снаружи и на внутреннем углу. Вот притворная планка приварена, и дверь закрывается плотно. Зазоров нет. Вот нижняя обрешетка готова. И можно приступать к монтированию защелки на калитку. Я купил такую защелку, но она по ширине не подходит. Поэтому я вытащу засов и заменю основную часть с помощью 2 кусочков 4-гранного профиля. Заводской засов не подржавеет, аккуратно сделан и хорошо помещается в профиль размеров 17 на 17 мм. Прихватываем квадратный профиль с одной стороны по срезу ворот. И на таком расстоянии со второй стороны. Теперь делаем на стойке отметку местоположения задвижки и делаем в ней отверстие. Я буду сверлить сверлом диаметром 10 мм. Электролобзиком с пилочкой по металлу делаем из круглого отверстия квадратное. И поравняем отверстие квадратным напильником. Теперь проверим работу замка и соответствие отверстия засову. Все закрывается отлично. На следующем этапе необходимо сделать нижние засовы ворот. Я для этого буду использовать такой прут диаметром 1 см. И сделаем Г-образные рычаги. Их можно было выгнуть, но мне удобнее приварить, так как угол тогда будет строго 90 градусов. Вот такой получился засов. Сделаем такой самый второй. И затем почистим все хорошо от ржавчины. Вот засовы я почистил от ржавчины наждачным кругом. Теперь необходимо их слегка заточить, для того, чтобы они лучше заходили в свои ответные места на земле. Затачивать я их буду также наждачным кругом с помощью углошлифовальной машины. Такого угла заточки вполне хватит для нормальной фиксации засова на своем месте. И теперь приварим 2 квадратных профиля длиной 30 см и размером 20 на 20 мм. Вот один засов готов. И помещаем в него трубу. Фиксация произошла. И привариваем фиксатор засовов ворот.
Вот получились такие фиксаторы задвижек ворот. И на следующем этапе будем приваривать декоративную ковку к основной части ворот и калитки. Находим центр, прижимаем ковку струбцинами и привариваем в точках соприкосновения ковки с вертикальными полосками ворот и калитки. Для правильной фиксации ковки по центру ворот необходимо найти середину и с помощью уровня провести строгую горизонталь. И фиксируем струбцинами ковку. И привариваем ковку с внутренней стороны. Ворота имеют такой внешний вид. Пока они не крашеные, поэтому внешний вид не очень у них симпатичный. Приварена ковка. Вверху я ковку делать не буду, потому что там будет автонавес. И расстояние между автонавесом и воротами всего 20 сантиметров. Вот ворота почти готовы. Осталось только покрасить их и прикрепить по периметру профнастил. Для этого я использую трехкомпонентную краску, потому что покраска должна быть капитальная и качественная. Краску можно использовать любую. У меня будет черная, глянцевая, трехкомпонентная. В ней находится преобразователь ржавчины, грунтовка и сама краска. Открываем краску и хорошо размешиваем. Расслоение краски недопустимо, потому что все компоненты должны быть вместе. Переливаем краску в небольшую емкость и начинаем работу. На следующем этапе начнем обшивать ворота и калитку профнастилом. Профнастил имеет размеры 1,20 на 2 метра. Высота волны 0,7. Будем вырезать. Будем резать с помощью тонкого круга по металлу. Я буду прикручивать в каждую волну и по центру профиля к вертикальным стойкам. Стандартной ширины профнастила не хватило, поэтому пошел целый лист профнастила и еще кусочек 35 сантиметров. И теперь осталось закрепить последний кусочек в нижней части. Замок идет один другой, для того чтобы эта наружная часть поджимала дугу и не было щели. Вот ворота обшиты, и приступим к обшивке калитки. Крепим последнюю нижнюю часть профиля, и калитка готова. Вот такой получился красивый комплекс. Ворота и калитка. Здесь еще потом посмотрим. Подкрасим, может, желтым цветом цветочки, серебрянкой или золотым. Посмотрим.
А так уже все готово. Осталось только замок врезать с ручкой, с замком. И работа будет закончена. На следующем этапе мы будем вставлять в калитку замок. Замок у меня обычного типа, с сердцевиной. Сердцевина имеет с внутренней стороны защелку, а снаружи замок. Ручки самые обычные, черная, подпружиненная. На расстоянии 1 метра от нижнего уровня калитки я оставил место для замка. Замок будет в этом месте. И делаем для него разметку. Я буду вырезать одну часть профиля 40 на 20, потому что вырезать его не получается из-за толщины. И будем наваливать сверху пластину. Толщина замка 18 мм. Необходимо сделать на такую ширину врез в профиле. Для защиты покрытия профиля от повреждений при работе с болгаркой я использую малярный скотч. И вырезаем кусочек профиля для замка. И вынимаем кусочек профиля. Меряем замок. Становится свободно. И подчищаем посадочное гнездо замка с помощью шлифовального круга на шлифмашине. Теперь замок заходит очень плотно и с небольшим зазором. И после этого привариваем пластину на свое место. Примеряем замок на свое место. Все прекрасно подходит. Теперь необходимо высверлить в этой пластине отверстие для квадрата и для сердцевины замка. Прикладываем замок к пластине и размечаем. Вот отверстие в профиле и в пластине одно готово. Вот отверстия готовы для квадрата и сердцевины. И проверим, как они вмещаются. Все помещается отлично. Значит, можно продолжить работу. Прокрашиваем приваренную планку и ждем, пока краска высохнет. Теперь можно снять малярный скотч с профнастила. Вот замок зашел на свое место. Отверстия в пластине вырезаны строго по размеру квадрата и сердцевины замка. С помощью оцинкованных шурупов самонарезных со скрытой головкой прикручиваем замок на свое место. Вставляем сердцевину на свое место и прикручиваем ее болтом. И прикручиваем ручку теми же нержавеющими самонарезными шурупами. Вот замок установлен и крышка. Проверяем работу замка. Ручка нажимается без усилия, все работает отлично. А с наружной стороны проблема. Здесь некуда закрепить ручку. Крепление ручки замка я использую такую рамку, которую приварю к направляющим, и к ним уже будет крепиться на 4 болтах ручка.
Теперь нужно аккуратно покрасить эту рамку и прикрутить сюда ручку. И прикручиваем на место ручку. Вот ручка на месте. На следующем этапе необходимо закрепить ответную планку замка. Она имеет такой внешний вид. Отмечаем простым карандашом край щеколды на стойке. Теперь прикладываем к ней запорную планку и размечаем места крепления. И прикручиваем планку на свое место. Теперь обводим отверстия внутри и будем их вырезать в стойке. Просверливаем отверстия по диаметру пилки. И начнем его выпиливать электролобзиком с маленькой пилкой по металлу. Небольшой фрезой немного закругляем верхние и нижние края. Проверяем работу замка. Закрывается и открывается без проблем и заеданий. На следующем этапе с помощью специального бура диаметром 20 см сделаем небольшие скважины для столбов. Углубить необходимо столбы на 90 см. Три столбика воротных уже установлены, и необходимо от них провести строгую горизонталь до остальных столбиков, которые будут находиться по углам. Сначала устанавливаем угловые столбы. Высоту столбика мы выставляем путем подсыпки битого бетона под основание столбика в скважину. Прикладываем к обоим столбикам профиль и уровнем выставляем строгую горизонталь. С высотой столбиков мы угадали, строгая горизонталь по верхней части. Теперь необходимо выставить строго вертикально остальные столбики и забетонировать их. Я буду делать бетон марки М300. Цемент у меня 550, самый крепкий, пропорции немножечко меньше, чем для 400-го. Цемента 10 литров, 22 литра песка, 37 щебенки. У нас бетономешалка не очень большая, поэтому мы все делим на 2 и получаем эти цифры, чтобы получить 3,45 литра раствора. Бетон уже хорошо застыл, и можно приступать к работе. После этого необходимо приступить к сварке ферм, которые будут ложиться на эти стойки. Их будет 5 штук на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Основной треугольник будет выполнен из профиля 20 на 40 мм, а внутренние перегородки из профиля размером 20 на 20 мм. Отмеряем длину нижней части профиля и зарезаем под углом 45 градусов с помощью замера угольником. И аккуратно отпиливаем с помощью углошлифовальной машины и круга по металлу этот срез. Теперь необходимо отпилить метровый кусок профиля для создания прямоугольного треугольника. И привариваем их под углом 45 градусов.
прикладываем верхнюю часть профиля и зарезаем так, чтобы эта половина была открыта, это закрыто под углом. Вот таким образом. Вот стык оформлен. Аккуратно отпиливаем эту часть. Фиксируем стык струбциной. И аккуратно провариваем этот стык. Провариваем второй стык. Основной треугольник готов. Теперь провариваем со всех сторон хорошо швы. На следующем этапе необходимо наварить внутренние перегородки. Для этого делим трубу нижнюю на участке по 50 сантиметров. Это будет расстояние наклона одной перегородки, а общее расстояние между ними будет равняться 1 метр. Затем от этих меток необходимо поднять прямой угол с помощью прямоугольника на верхнюю планку. Теперь замеряем расстояние между двумя противоположными точками и по этой длине отрезаем профиль размером 20 на 20 мм. Прикладываем его к меткам на основном треугольнике и делаем разметку среза. Прикладываем ее на свое место и привариваем к основному треугольнику. И привариваем дальше все перекладины. Вот одна ферма почти готова. Осталось перевернуть ее на другую сторону и проварить все швы. Теперь прикладываем на первую ферму все последующие и начинаем монтаж строго по ней. Теперь необходимо взять профиль 20 на 40 и сделать врезку в столбах, для того чтобы он туда поместился или ровно лежал по всей длине. Прикладываем профиль на столбы и делаем для него разметку мест вырезов. Эти вырезы я буду делать с помощью углошлифовальной машины. И укладываем профиль на свое место, которое вырезано в стоечных столбах. На следующем этапе необходимо приварить столбам горизонтальную упорную планку и заглушить столбы с помощью таких квадратных заготовок.
На следующем этапе мы начнем монтаж ферм на стойке колонн. Вот фермы, они имеют разную длину. Это самая длинная, которая находится над воротами. Мы поставили на воротах распорки, для того, чтобы они не сложились. И эта верхняя распорка ферма хорошо зафиксировала ворота и калитку от провисания. Ферму необходимо будет поставить на тот столбик, выставить с помощью уровня и прихватить сваркой, чтобы она стояла строго вертикально. После того, как приварена первая ферма, можно открыть ворота и калитку и проверить, как они закрываются и открываются, не заедают ли. И таким образом мы будем ставить остальные фермы. Вот все фермы находятся на своих местах, их ровно 5 штук. И теперь необходимо сделать поверх них обрешетку. Обрешетку я буду делать на расстоянии 1,50 м друг от друга с профиля 20 на 40. Вот верхняя часть обрешетки закреплена. И закрепляем нижнюю часть обрешетки к фермам. Теперь необходимо сделать разметку мест крепления обрешетки внутренней части. Здесь их будет 3 штуки, а всего у нас 5. Среднее расстояние получается 87 сантиметров. Отмечаем его на профилях на крайних и начнем крепление средних профилей обрешетки. Вот обрешетка закреплена на фермах. Профиля обрешетки находятся немного несимметрично, потому что размер ферм немного разный за счет сужения конструкции. Для того, чтобы нагрузка на профнастил от снега была одинаковая, я равномерно распределил обрешетку по одной и другой ферме. Осталось приварить профиль обрешетки к фермам, и работа на этом этапе будет закончена. На следующем этапе необходимо оставить кусочки обрешетки для того, чтобы сделать перед воротами небольшой козырек. Размер козырька будет 15 сантиметров. Теперь необходимо обрезать лишние кусочки обрешетки и приступим к покраске всей конструкции. Теперь приступим к покраске каркаса автонавеса все той же краской, которой мы красили ворота и калитку, 3 в 1. Краску можно использовать любую. У меня будет черная, глянцевая, трехкомпонентная. В ней находится преобразователь ржавчины, грунтовка и сама краска. Краску будем наносить в 2 слоя с интервалом 6 часов. Вот наш каркас автонавеса и ворот покрашены.
Все покрашено черной трехкомпонентной краской, которая хорошо ложится на металл в 2 слоя. На следующем этапе мы будем обшивать автонавес профнастилом. Я его буду пилить с помощью болгарки или угольшлифовальной машины и использовать 2 вида кругов. Это будет круг по металлу и круг для кафеля с алмазным покрытием. Посмотрим, какой меньше выжигает покрытие профнастила. Я буду использовать профнастил шириной 1,20 м и длиной 4,20 м, как раз для нашего автонавеса. Толщина профнастила 0,45 мм. Покрытие матовое, а с другой стороны просто серая грунтовка. Конфигурация автонавеса имеет трапециевидную форму, поэтому прямоугольные листы профнастила будем подрезать. Левая сторона автонавеса уходит на сужение, а правая идет строго перпендикулярно оси, поэтому правую сторону мы трогать не будем. Подрезаем переднюю часть, потому что территория также сужается. Делаем вынос 5 сантиметров от профилей обрешетки и начнем обшивать дальше. Проводим разметку мест подрезки. Сначала я буду резать профнастил с помощью отрезного круга по металлу диаметром 180 мм и толщиной 1,6 мм. Прикладываем прямой профиль по меткам и начинаем резать. Как видите, местами есть небольшой подгар. Я его потом закрашу. Для того, чтобы этого не произошло, можно попробовать резать с помощью круга по кафелю. Как видим, для кафеля еще хуже круг. Появляются следы перегрева, поэтому буду использовать обратно круг по металлу. Как видим, кромка профнастила не подгоревшая, а есть небольшие зазубрины. Мы их почистим с помощью небольшого напильника. Аккуратно почищаем мелким напильником. Для крепления профнастила на обрешетке я буду использовать маленькие саморезы крашеные с резиновыми уплотнительными прокладками, которые я буду прикручивать с помощью шуруповерта со специальной магнитной насадкой под головку этих болтов. Диаметр болтов 4,8 мм, длина 19 мм. Итак, начнем. Крепить профиль к профнастилу я буду через одну волну, чего будет вполне достаточно. С помощью линейки проводим сверху прямую, ориентиры местонахождения профнастилов и начинаем прикручивать. Таким образом, для резки профнастила в моем случае лучше всего подошел круг по металлу, самый тонкий. Вот второй лист лег на свое место, и можно приступить к его крепежу. Теперь необходимо отрезать лишние куски обрешетки, которые будут торчать из профнастила. Они должны сантиметров на 5 быть короче, чем профнастил, чтобы туда не опадала вода. И после этого можно крепить последний лист профнастила на свое место. На следующем этапе необходимо обшить профнастилом боковые части автонавеса. Передняя часть автонавеса
должна волной совпадать с нижней частью ворот. И оно должно быть все одним целым. Здесь высота 1 метр и переходит все в 0. Поэтому необходимо каждый риск хорошо вымерять и обрезать строго по трапеции. Для того, чтобы не поцарапать профиль при разрезке, я ложу на пол старый ковер, который смягчит все царапины. Резать я буду обычным кругом по металлу с помощью болгарки, потому что другого инструмента подходящего у меня нет. Срез болгаркой получается без подпала, потому что я быстро иду кругом и возможно, что качественный профнастил. Теперь необходимо зафиксировать временно на конструкции профнастил. Для того, чтобы его не поцарапать, я использую струбцины. Такая струбцина мягко прижмет профнастил и не поцарапает его. Вот я временно зафиксировал струбцинами лист. Он выставлен строго по вертикали и можно прикручивать его с помощью саморезов. Теперь прикручиваю профнастил с другой стороны автонавеса. И теперь начнем монтировать профиль на верхнюю часть торцевой части автонавеса. Я уже кусок вырезал, закрепил его на струбцины и буду прикручивать. На следующем этапе нам необходимо оформить верхний срез профлиста автонавеса. Видно, что срез немножечко неровный за счет того, что волна идет по диагонали. Я для этой цели буду использовать уголок из такого же металла, только черного цвета, который имеет толщину как раз по высоте волны. Прикручиваем его теми же саморезами, что и прикручивали весь остальной профнастил. Такая черная окантовочка будет хорошо гармонировать с обрешеткой ворот. Крепим уголок внахлёст один на другой по мере наклона автонавеса. Для того, чтобы завести профиль под профиль, я срезаю одно ребро профиля, и теперь она легко зайдет под предыдущий профиль. Теперь на автонавесе появилась такая красивая черная полоска, и не видно неровного среза. На следующем этапе необходимо провести освещение под навес. Я буду использовать светодиодный фонарь, который имеет мощность 30 Вт, и его хватит для освещения поднавесного пространства. Схема подключения на двухкнопочный переключатель будет иметь общий 0 и отдельную фазу на каждую лампу. Для нормального освещения всего навеса я использую светильник в углу, для того, чтобы он по диагонали освещал всю площадь поднавесного пространства. После этого приступим к креплению крепежей для гофры на металлический профнастил. Крепление фиксаторов проводим на расстоянии 50 см друг от друга. Для подключения светильника можно использовать трехжильный провод, но у меня такого нет, поэтому будем делать с помощью двух проводов по 2 жилы диаметром 0,75. Для того, чтобы пропустить провод в гофру, необходимо с помощью шила сделать небольшое отверстие с краю изоляции двух проводов и пропустить туда внутреннюю стальку. Теперь нанизываем на нее 2 провода. И аккуратно затягиваем провод в гофру, потягивая ту сторону проволоки. Провод
пропущен к гофру. И можно приступить к его монтажу на свои крепежи. Теперь приступим к монтажу светильника на профнастил. Сначала крепим монтажную пластину теми же саморезами, что крепили профнастил. Теперь зачищаем провода на прожекторе и на подводе и будем их спаивать. Синий провод к синему проводу прожектора, коричневый к коричневому, желтый не трогаем. Это заземление, мы его использовать не будем. Закрываем все термоусадочной трубкой. И прогреваем термоусадку с помощью зажигалки или спичек. И монтируем прожектор на свою монтажную планку. Вот прожектор установлен. Теперь необходимо заправить провод гофрой на свои крепежи. Теперь закрепляем в верхней части с наружной стороны ворот небольшой светильник мощностью 10 Вт LED. Он небольшой, но яркий, и его хватит для освещения ворот в ночное время. Вот я гофру провел до будущего местоположения выключателя. Он будет возле этого выключателя розетки. У меня он двухкнопочный и уличный с влагозащитой. С помощью плоской отвертки отстегиваем кнопочки, чтобы добраться до крепежа. Теперь откручиваем два этих шурупа. Вот механизм в разобранном виде. На следующем этапе необходимо закрепить выключатель на стену. Для этого прижимаем к стене и делаем карандашом разметки мест крепления и сверления отверстий. Забиваем в отверстие дюбеля и закручиваем шурупы. На розетке серый провод — это фаза, красный — 0, поэтому фазу мы разделяем через выключатели, а 0 подключаем напрямую до светильников. Наконец, наш автонавес готов. Сейчас у нас забор сделан из обычного листового металла с вырезами. На столбиках установлен, которые не забетонированы, а забутованы, и фундамента нет. Нам необходимо сделать фундамент, забетонируя столбики и смонтировать каркас для крепления профнастила. В первую очередь необходимо приступить к демонтажу старого забора столбиками. На следующем этапе необходимо демонтировать столбы со старого забора. Они не забетонированы, поэтому это не составит большого труда. Оставшиеся отверстия по столбиков можно закопать. Там еще остались внутри кирпичи, мы их вынимать не будем, потому что шаг крепления новых столбов будет другой. И эти камни нам не помешают в земле. На следующем этапе необходимо сделать разметку будущего нахождения фундамента. Разметка должна быть строго по линии всех заборов. И это нужно сделать обычным шнуром. Будущий фундамент для забора будет иметь ширину по ширине лопаты и глубину штык лопаты.
Высота будет над уровнем земли 10 сантиметров. По этой полосе будет находиться будущий фундамент и фасад забора из профнастила. Теперь копаем яму на ширину лопаты и начнем бурить скважины для крепления столбов. Вот небольшая канава для фундамента забора готова. На следующем этапе с помощью специального бура диаметром 20 сантиметров сделаем небольшие скважины для столбов. Длина столбов 3 метра, над землей будет 2 метра, плюс высота фундамента 10 сантиметров. Итого углубить необходимо столбы на 90 сантиметров. Общий размер забора будет 7 метров. Делим его на 3 части для определения расстояния между столбами. В нашем случае расстояние будет равняться 2 метра 25 сантиметров. Бурим строго вертикально, чтобы не было завала столбика. Здесь земля мягкая, потому что бетона не было, и работать легче. Вот скважины готовы. Начнем бетонировать столбики. Столбики имеют размер 60 на 60 миллиметров и должны находиться глубоко в земле. Готовить бетонный раствор мы будем на бетономешалке. Марка бетона будет М300. И иметь пропорцию 1 часть цемента, 2,4 части песка, 4,3 части щебенки. Сначала выливаем половину порции воды. Затем высыпаем песок 1,1. Затем цемент пол ведра. И 1,8 части щебенки. Последняя часть воды, вторая. И последняя часть щебенки. Теперь можно перемешивать. Мешаем 3 минуты и можно заливать столбы. Выставляем строго по уровню. С одной и с другой стороны. На следующем этапе приступим к заливке фундамента и усилению его с помощью арматуры. Глубина погружения столбиков в яму 90 сантиметров. Они уже забетонированы и дыры были пробурены буром диаметром 20 сантиметров. Для начала необходимо сделать разметку местонахождения фундамента запасом примерно 5 сантиметров в каждую сторону от столбиков. Размер столбиков у меня 6 на 6 сантиметров. Забор будет высотой 2 метра по высоте калитки и ворот. Для армирования фундамента забора я буду использовать стальной прут диаметром 8 миллиметров. Высота фундамента будет 10 сантиметров. Я натянул веревку по этой высоте.
для контролирования высоты и прямолинейности. Строго 10 сантиметров с одной и с другой стороны. По краям будущей траншеи укладываем 4 металлических профиля для того, чтобы армировать все углы. Вначале привариваем к столбикам поперечины и привариваем к ним арматуру по всей длине забора. Если вам некуда упереть арматуру, то забиваем в землю колышки и к ним привариваем эту арматуру. На следующем этапе необходимо сделать обвязку между этими 4 кусками арматуры. Я буду использовать такие небольшие кусочки этой же арматуры. Их можно скручивать, но я воспользуюсь сваркой. Крепить их нужно между собой на расстоянии 50 сантиметров друг от друга. В конечном итоге у меня получилось такое симпатичное армирование. Связка идет по всем 4 направляющим. И это будет очень жесткий фундамент. На следующем этапе необходимо сделать хорошую опалубку для того, чтобы залить фундамент бетоном. Для создания опалубки я буду применять старые плиты ДСП и старые пластиковые подоконники. Устанавливаем с одной стороны плиту ДСП. А с другой пластиковый подоконник. Скручиваем их между собой небольшими деревянными планками. Вот такая получилась обрешетка, и можно приступить к заливке ее бетонным раствором. Для фиксации обрешетки в нижней части я немного подкидаю земли, для того чтобы был упор и при заливке обрешетка не сдвинулась. Такого количества земли будет вполне достаточно для фиксации опалубки. Для заливки фундамента я буду использовать бетонный раствор марки М300. При этом пропорция должна быть 1 часть цемента, 2,4 части песка, 4,3 части щебенки. Сначала наливаем половину воды, затем песок, затем щебенка, затем цемент и следующая половина воды. Я использую Портланд цемент марки 500 и начинаем замес.
Вот фундамент залит и выведен по уровню. Осталось дождаться, пока он застынет. Завтра обещаю дождь, поэтому накроем его пленкой. Если вы это делаете летом, то его необходимо каждый день увлажнять, чтобы он не полопался. Относительно всех столбов и этого шнура расстояние одинаковое до фундамента. Значит, будущий забор будет стоять на одинаковом расстоянии от фундамента по всей длине. Немного вышло воды из бетона. Это хорошо, потому что поверхность самовыравнивается, и это исключает появление всевозможных бугров и впадин. Здесь уже бетон схватился, и вода испарилась. На следующем этапе необходимо обработать преобразователем ржавчины эти столбики, чтобы они не ржавели дальше и создался защитный слой. У меня он с цинком и не требует смывания. Вот прошло 7 дней, и можно разбирать опалубку фундамента. Для удобства разборки я буду пользоваться шуруповертом. И аккуратно снимаем доски об решетки. Вот такой получился фундамент для забора. Сколов нет и пустых мест сбоку нет. Все заполнено бетоном. Теперь необходимо вернуть на место грунт, который мы выбирали для фундамента. В конечном итоге получился такой симпатичный фундамент для забора из профнастила. Вот фундамент для забора готов. И теперь приступим к монтажу несущих профилей. В первую очередь необходимо выровнять высоту всех столбиков строго по горизонтали. Для этого натянем от одного крайнего до второго крайнего столбика веревку и по ней сделаем разметку горизонтали, где будем отрезать болгаркой. И отрезаем по этой линии столбы с помощью углошлифовальной машины и круга по металлу. На следующем этапе необходимо заглушить трубы, чтобы в них не попадала вода. Я для этого буду использовать такие металлические пластинки. Можете использовать пластмассовые заглушки. Вот такие симпатичные получились заглушечки. Теперь вода в профиля не попадет. На следующем этапе фиксируем с помощью срубцин профиль горизонтальный по всей длине забора и привариваем к стойкам. При креплении горизонтальных профилей необходимо учитывать толщину профнастила и сделать немножечко углубление на эту толщину. Высота волны моего профнастила 7 мм. На это же расстояние необходимо утопить
горизонтальный профиль. Привариваем профиль ко всем стойкам. Вот обрешетка для забора готова. Лишние швы зачищены для плотного прилегания профнастила, и можно приступать к покраске всей конструкции. Я буду красить черной трехкомпонентной краской. Краска содержит в себе преобразователь ржавчины, поэтому предварительно обрабатывать ржавую поверхность не нужно. На следующем этапе приступим к обшиванию конструкции забора листами профнастила. Профнастил имеет такую же конфигурацию, как на воротах и на торце автонавеса. Высота волны 7 мм, и этого вполне хватит для нормальной жесткой конструкции. С помощью уровня и карандаша необходимо нанести метку уровня расположения ворот и калитки. Эта полоса будет являться меткой верхней части забора. Краска черная на обрешетке уже высохла, на пальцы не берется. Прошло 2 суток, она уже капитально сухая. Прислоняем профнастил к обрешетке и прикручиваем с помощью саморезов профнастил строго вертикально. Для удобства фиксации профнастила на обрешетке и выставления его по уровню я воспользуюсь такими деревянными подкладками. Теперь выставляем лист строго вертикально, с помощью уровня проверяем и прикручиваем саморезами, разметив на нем местоположение обрешетки. Прихватываем пока через 2 волны. Крайние 2 волны не трогаю, потому что сюда будет идти внахлёст второй лист. После предварительной фиксации убираем нижние подкладки и продолжаем фиксацию следующих листов профнастила. Уже потемнело и забор смонтирован. Теперь необходимо закрутить по одному шурупу в каждую волну забора в 3 ряда, для того чтобы он не играл и не стучал. Я натягиваю шнур между 2 боковыми шурупами с одной и со второй стороны забора, и по этой веревочке накручиваю шурупы строго горизонтали. Вот листы профнастила на забор смонтированы. Последний лист выполнен из 2 волн, потому что нам не хватало немного, и мы добавили кусочек, который плотно соединили с прошлым листом. Срез профнастила обработан фрезой, чтобы не было металлической стружки, и мы слегка его потом обработаем преобразователем ржавчины с цинком. Теперь осталось завершить процесс и повесить почтовый ящик для полной красоты картинки. Сзади почтового ящика есть 2 отверстия, которые соответствуют размеру между волнами профнастила. Я выкручу 2 соседних шурупа крепления профнастила и на них закреплю почтовый ящик.
Вот почтовый ящик повешен на свое место, и работа по созданию профнастильного забора закончена.